Всем привет, друзья! Вы на канале MyScience. Сегодня я вам расскажу, как подготовиться к лабораторным исследованиям. Современная и точная диагностика различных заболеваний невозможна без лабораторных исследований. Проявлений болезни еще нет, а показатели крови уже сигнализируют. Внимание! Тревога! Сразу хочу отметить, что кровь для выполнения лабораторных исследований рекомендуется сдавать утром натощак после 8-12 часового ночного периода голодания. Если у вас нет возможности прийти в лабораторию утром, кровь следует сдавать после 6-часового голодания, исключив в утреннем приеме пищи жиры. По оценке Всемирной организации здравоохранения, лабораторные исследования дают 60-80% диагностической информации о больном. Конечно, только по одному лабораторному анализу диагноз не ставят. Его сопоставляют с клинической картиной, с данными других исследований и наблюдений. Лабораторный анализ подсказывает направление для дальнейшего поиска, поэтому регулярные профилактические обследования – это залог современного начала лечения, а правильная подготовка сдачи анализа в современной лаборатории – это точный диагноз. Итак, подготовка пациента к процедуре сдачи крови. Первое. Ряд анализов делают натощак. Например, биохимические – это глюкоза, холестерин, билирубин и другие. И серологические тесты – сифилис, гепатит Б, гормоны, ТТГ, парадгормон и другие. Натощак – это когда между последним приемом пищи и взятием крови проходит не менее 8 часов, желательно не менее 12 часов. Сок, чай, кофе, тем более с сахаром – тоже еда, поэтому придется потерпеть. Можно пить воду. Второе. Строго натощак, после 12-часового голодания, следует сдавать кровь для определения параметров липидного профиля – холестерин, липопротеиды высокой плотности, низкой плотности и триглицериды. Третье. Если предстоит сдавать общий анализ крови, последний прием пищи должен быть не позже, чем за 1 час до сдачи крови. Завтрак может состоять из несладкого чая, несладкой каши без масла и молока, яблока. Четвертое. Желательно за 1-2 дня до обследования исключить из рациона жирное, жареное и алкоголь. Если накануне состоялось застолье, перенесите лабораторные исследования на 1-2 дня. За час до взятия крови воздержитесь от курения. Пятое. Содержание многих анализов крови подтверждено суточным колебанием, поэтому для ряда исследований кровь следует сдавать строго в определенное время суток. Так, кровь на некоторые гормоны, ТТГ или парадгормон, а также на железо, сдают только до 10 утра. Шестое. При сдаче венозной крови нужно исключить факторы, влияющие на результаты исследований. Физическое напряжение, бег, подъем по лестнице, эмоциональное возбуждение. Поэтому перед процедурой следует отдохнуть 10-15 минут приемной, успокоиться. Седьмое. Кровь на анализ дают до начала приема лекарственных препаратов, например, антибактериальных и химиотерапевтических, или не ранее, чем через 10-14 дней после их отмены. Исключение составляют случаи, когда хотят исследовать концентрацию лекарств в крови, например, вальпроевой кислоты или антиконвульсантов. Если вы принимаете лекарства, обязательно предупредите об этом лечащего врача. Восьмое. Кровь не следует сдавать после рентгенографии, ректального исследования или физиотерапевтических процедур. Девятое. При гормональных исследованиях у женщин репродуктивного возраста примерно с 12-13 лет и до наступления климактерического периода на результаты влияют физиологические факторы, связанные со стадией менструального цикла. Поэтому при подготовке к обследованию на гормоны ФСГ, фолликулин-стимулирующий гормон, ЛГ, лютеинизирующий гормон пролактин, эстрадиол, эстриол, прогестерон следует указать фазу цикла. При проведении исследований на половые гормоны строго придерживайтесь рекомендаций вашего лечащего врача о дне менструального цикла, в который необходимо сдать кровь. Десятое. При выполнении исследований на наличие инфекций следует учитывать, что в зависимости от периода инфицирования и состояния иммунной системы у любого пациента может быть отрицательный результат. Но тем не менее, отрицательный результат полностью не исключает инфекции. В сомнительных случаях рекомендуется провести повторный анализ. 11.
В разных лабораториях могут применяться разные методы исследования, единицы измерения. Чтобы оценка ваших результатов была корректной и была приемлемость результатов, делайте исследования в одной и той же лаборатории в одно и то же время. Сравнение таких исследований будет более корректным. Подготовка пациента к процедуре сдачи мочи. Первое. Необходимо приобрести контейнер для мочи. Второе. Накануне сдачи анализа рекомендуется не употреблять овощи и фрукты, которые могут изменить цвет мочи, свекла, морковь и прочее. Не принимать диуретики. Перед сбором мочи надо произвести тщательный гигиенический туалет наружных половых органов. Женщинам не рекомендуется сдавать анализ мочи во время менструации. Накануне сдачи мочи воздержаться от полового акта, как для женщин, так и мужчин. Третье. Соберите примерно 50 мл утренней мочи в контейнер. Для правильного проведения исследования при первом утреннем мочеиспускании небольшое количество мочи, примерно первые 1-2 секунды, выпустить в унитаз, а затем, не прерывая мочеиспускание, подставить контейнер для сбора мочи, в который собрать приблизительно 50 мл мочи. Четвертое. Сразу после сбора мочи плотно закройте контейнер завинчивающейся крышкой. И пятое. Доставьте контейнер с мочой в лабораторию в течение дня или по графику в утреннее время. Если нет возможности сразу доставить мочу в лабораторию или пункт приема биоматериала, то контейнер с мочой следует хранить при температуре +2 + 8 градусов. Но не забывайте, что это может привести к помутнению мочи и выпадению осадка. Друзья, всем спасибо, что дослушали это видео до конца. Да пребудет с вами качественное лабораторное исследование. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а пока.